Друзья, у нас настало новое доброе утро. Готовлю блины для детей, не только для детей. Готовлю их с сыром. Люблю очень сильно блины с сыром. Добавляю пармезан обычно. А детям готовлю обычные блинчики. Они сыром не любят. Ну что, завтрак наш готов. У меня всегда кофе утром с блинчиками. С сыром я себе приготовила. Арбуз, дынька. Азальке, Алмазу какао, как всегда. Они очень любят с утра какао. Блинчики им без сыра. Они не очень любят сыром. Ну, хотя Алмаз скушала раньше, что-то нет. Это наши любимые конфеты, которые привезла мама. Ириски и коровка, не знаю. Раньше я не любила коровку, сейчас очень люблю. И творожный сыр к завтраку. С медом. Мам, почему ты сегодня желтый приготовила? А какие обычные я готовила? Обычные все оранжевые, такие желтые, оранжевые. Не знаю. Мне кажется, что обычные блинчики. В общем, приятного нам аппетита. Я сегодня еще посмотрю, какой магазин вы выбрали по ценам. И обязательно сделаю обзор цен на этот магазин. В сообщество я закидывала опрос, в каком именно магазине снять обзор цен. Так что, кто еще не заходил, не смотрел, заходите, посмотрите. И, друзья, как и обещала, буду делать обзор цен того магазина, который вы выбрали. По итогу выиграл БИМ. Поэтому сегодня цены с БИМа. Так, начну прям все по полочкам. Я сегодня пришла с Алмазом сюда. Азалька осталась с подружкой дома и с мамой ее. Ну, а я по ценам вам сейчас продиктую. Смотрите, гранола. Это вот сухой завтрак. 300 грамм, 72 лиры. Оливки 235 лир. Вот такая большая банка. 2 килограмма написано. Также оливки килограмм 139. Черные, получается, оливки. За 155 есть. 900 грамм 250. 500 грамм 74 лиры. Вот в такой упаковке. Черные оливки. 500 грамм 115 лир. Вот в такой банке. Жестяной. 800 грамм 132 лиры. Пошли уже зеленые оливки. Вот, я бы сказала, даже розоватые немножко. 400 грамм 79 лир. Тут фаршированные с перцем. Бибер написано 79 лир. Крупные 400 грамм 79 лир. В упаковке черные 400 грамм 113 лир. А еще вот самые мои любимые из всех. Это вот такие вот, как на гриле. 250 грамм 49 лир. По 49 то же самое. Так. И тут написано только это руимиш. 200 грамм, да. Орехи, получается, разные. 200 грамм 155 лир. Также 150 грамм 87 лир есть. Вот тоже разные орешки. Это у нас фисташки. 300 грамм 290 лир. 150 грамм 140 лир. 150 грамм 84 лиры. А это уже кешью. Вот видите? Кешью стоит 150 грамм 84 лиры. Дальше у нас идет фундук. 150 грамм 117 лир. Смотрите, чи фундук, это значит сырые. 150 грамм 69 лир. Я, конечно, посоветовала бы брать вот именно сырые. Они более полезные. Замачивать в воде и снимать кожуру, потому что в кожуре содержатся канцерогены. Ну, так говорят, поэтому передаю вам то, что знаю. 150 грамм миндаля стоит 84 лиры. Также, кстати, это касается миндаля. Лучше брать свежак и 2-3 часа размачивать в воде и снимать кожуру. Это у нас грецкий орех, 150 грамм 98 лир. Также есть грецкий орех такой вот измельченный, такой как бы по 245 лир, 400 грамм. Дальше идет детское меню. Ну, детское меню
Интересно вам, нет, не знаю, давайте сниму. 125 грамм, вот баночка стоит 34 лиры. Смесь троечка 400 грамм 225 лир. Двоечка 225 и однерка также стоит. Каша 400 грамм для детей стоит 199 лир. Печенье детское килограмм 159 лир. 400 грамм 72 лиры. Еще килограмм вот такой вот есть, другой немножко. 135 лир. Обычные печенье 450 грамм, вот такие вот, стоят 32 лиры. Вот такие печеньки есть обычные, молочные, светлые и шоколадные по 15 лир. Если брать 450 грамм таких же, то 53 лиры, а если килограмм, 120 лир. Есть килограмм за 69 лир, тоже такие же печеньки, отличаются только фирмой. Вот. Также есть к чаю. Посмотрим, что это. Это печенье Курабия. 290 грамм, 57 лир. Вот, кстати, из Курабье мне вот нравится вот это. Наверное, мы возьмем к чаю. 400 грамм, 69 лир. У нас уже там корзинку набирают потихоньку. У нас гости, поэтому сейчас пойдем туда. Так, такие печеньки, смотрите, к чаю. 69 лир, 500 грамм. Здесь тоже печеньки такие, 4 штуки по 90 грамм, написано 37 лир. Вафли 350 грамм, 34 лиры. Какао, типа с какао вафли 34 лиры, 350 грамм. И 49 лир это печенье, 3 по 125, 49 лир. Также 3, видать, внутри там 3 упаковки по 131 грамм, 57 лир. Давайте ниже посмотрим. Здесь уже детские мармеладки. 130 грамм Харибо стоит 48 лир. Маленькие, фирма обычная, 15 лир. 100 грамм, 75 грамм, 19 лир. Вот такие вот разные. Люблю очень сильно вот как бы маршмеллоу. 130 грамм стоит 48 лир. Это стоит 19. Да. А дальше получается конфеты 250 грамм, 69 лир с орешками. Есть еще 240 грамм по 79 лир. Вот такие вот с нугой. Вот это очень люблю я, бискалата со вкусом малины. 100 грамм, 54 лиры. Ага. Потом вот такие вот есть. Смотрите, 47 лир. Тоже дети любят. Внутри шоколадные печенья там. Потом вот такие вот палочки с нутеллой. Мама. Ну, с кремом уж. Похоже на нутеллу. 14 лир. Это 51 стоит? Это не будем брать. 54 стоит, дороговато. А вот это мы взяли за 29 лир. На палочке шоколадка. 40 грамм стоит 29 лир. Вот такие вот вкусняшки есть, смотрите. 120 грамм, 65 лир. Обычные печенье 300 грамм, 32 лиры. Два этих штук. Нет, одну только можно. Так, потом тоже вот такие вот печеньки внутри, там между печеньками вкусняшка. Крем 49 лир. 10 по 30 грамм написано. 54 лиры, тоже такие же. 270 грамм. 64 лиры. Разные, в общем, есть. Вот такие вот с шоколадкой. С фундуком написано. Давайте покажу поближе. Вот такие вот 234 грамма. Здесь идет 89 лир. Вот такие вот, как их назвать, не печенье, как их назвать? Не кексики или как? 180 грамм. Это интересно. Наверное, это вот это, да. Улькер, да. 66 лир стоит. 180 грамм там. По 45 лир есть, как вот у нас тоже такие бывают вот чокопайки, да. Но это пожестче. Здесь получается внутри как печенье. 240 грамм, 45 лир. 8 стоит. Да, кексики. А потом вот такие вот, как чокопайки, уже мягкие, 39 лир.
Да подожди ты. Да я все посмотрю потом. Потом вот с кокосовой стружкой есть по 37 лир. 72 лиры. Тоже как сэндвич. 236, 240 грамм написано. 72 лиры. Можно? Ну бери. Что уж поделать. Это хочется. 3, да? Ну да, 3 надо взять. Или 4? А вот можно мини взять. Вот такой вот. Вот это? Да. Ну, они стоят 43. Ну хорошо, возьми тогда 3 такие. Вот такие печеньки по 49, 240 грамм. Вот такие вот тоже вкусняшки, 64 лиры. Здесь вот по одной такие вкусные вещи. 3 штуки написано. Почему 3? Вот так вот они идут. 16 лир. Вафельки 142 лиры. Ой, 142 грамма, 23 лиры. 44 лиры. 44 лиры, 29 лир. Это что это? Это у нас орешки в белой карамели, получается, 29 лир 200 грамм. А это вот без карамели. 200 грамм, 29 лир тоже. Сухофрукты. Это персики сушеные. Абрикосы. Абрикосы, наверное. Потом? Пока поставь, не держи. 149 лир. Может быть, 250 грамм. мы уже пойдем домой? Подожди. Ну-ка, кайся. Да, это абрикосы. Хурма. То есть у них хурма называется, финики. 250 грамм, 89 Это твоя лир. любимая? Да, ну вот это моя любимая. Раньше была очень такая... Ну вот, чтобы видно было. Очень дешево, сейчас дорого подорожало. Орехи в виноградном, как они там варят, в общем, долго очень. В этой штуке 400 грамм, 96 лир. Изюм. Изюм 500 грамм стоит 99 лир. Варенье. Килограмм варенья 99 лир. Вишневое 147 лир. Ягодное килограмм 119 лир. 2 килограмма. Вишневое 279 лир. Ягодное 2 килограмма 229 лир. Вот. Потом вот такие вот к чаю тоже еще есть халва, вкусняшка с фисташками. 450 грамм, 163 лиры. Обычная халва, но для подарка вот в такой упаковке, мне кажется, очень классно будет. Какао написано, 650 грамм, 169 лир. Ау! Это похоже очень на шербет, который мы раньше у себя в Татарстане покупали тоже. 500 грамм, 69 лир. А это оставь. Оставь. Так, белая хальва, 500 грамм, 57 лир. Какао 57 лир. С фисташкой. Вот такая фирма. Стоит... нет, тут, смотрите, не фисташка. Тут есть и с фисташкой, и есть с грецким орехом. 500 грамм, 81 лира стоит. Так, еще вот такую вот кашу можно купить, пшеничную, как вот мы любим, да? Ой, или овсяная. Вечно путаю. В общем, каша мягкая, с молоком, чтобы готовить, 350 грамм, 37 лир. Так, здесь сухой завтрак пошел у нас. Килограмм 210. Я вот недавно покупала, подешевле было. У меня был обзор тоже. Не помню, около 100 лир, 120 лир, что ли, килограмм был. В общем, а сейчас килограмм 210 лир. Еще мы любим вот такие хлопья. Точнее, Алмаз у нас любит вот такие вот хлопья. 500 грамм стоит 48 лир. Так, смотрите, еще варенье вот такое маленькое есть. 380 грамм. 50 лир. И этот тоже сухой завтрак детский. 92 лиры, 310 лир. Ой, 310 грамм. Вот. Паста из фундука. 500 грамм, 105 лир. Ну и обычные пасты пошли с шоколадом. 65 лир. 400 грамм, 72 лиры. Нутелла 630 грамм, 229 лир. И так, 980 грамм,
195 лир. Смотрите, какая большая. Поменьше 500 грамм, 65 лир. Смотрите, а вот такое вот фисташковое 200 грамм, 199 лир. Семечки 500. Так, это они? Нет, это получается арахис в кожуре 500 грамм, 69 лир. Сколько стоит? 4. Вот такая вот 4 лиры стоит. Так, семечки 400 грамм, 37 лир. И есть за 69 лир. Чем отличается? А, это без соли, это с солью. 400 грамм, 400 грамм. Цена разная. Ну, наверное, фирмы разные. Так, здесь вот эти кексики, которые Алмаз купил, по 8 лир. Вот такие вот есть. Наверное, на этом все, да? С этого отдела уйдем. Пойдем дальше. Вода. Полторашка 7 лир. Вижу. Маленькая вода не написано. Вот такие вот, если брать 12 штук, то будет 33 лиры. Кока-кола стоит 2,5 литра, 52 лиры. Так, давайте посмотрим по курице. Багет, то есть это вот ножки. Килограмм со скидкой 89 лир. Бут 75 лир. Это окорочка килограмм. Чорбалык, это значит для супа. Суповой набор 62 лиры. Вижу там. Вот. Вот эти вот, как они называются? Канат. Получается, крылышки. Стоит 230 грамм. Цельный. Вот этот вот грудка цельная стоит 145 лир. Goose написано. Что еще вам показать? Вот возле кости мясо перзола называется, 175 лир. И филейная часть, например, если брать филе, как пилечь бонфиле, не вижу, что-то нету цены. Вот бонфиле 169 лир за килограмм. Вот. Большая вот такая вот цельная курица в пакете 89 лир за килограмм. Индейка, смотрите, индейка есть. Индейка 355 лир за килограмм. Есть вот такие вот котлетки. Потом мясо 400 грамм, 255 лир. Котлетки не вижу. Цены. Вот котлетки 225 лир за 400 грамм. В принципе, как и говядина. То есть вот такие вот котлетки стоят 255 лир. Смотрите. Нет, 225 котлетки, а 255. Уже у меня с глазами точно проблемы. Домой приду, покажу, что я пропиваю от глаз сейчас. Потому что постоянно вот так монтирую ролики, постоянно в телефоне сидим все. И зрение очень сильно портится. Уже даже и не вижу иногда. Вот. Эти бич-пакеты по 5 лир. Тоже уж, в принципе, недорого, как у нас. Так, смотрите. Давайте в холодильнике то, что есть, покажу. Вот такие вот я люблю. Всякие колбаски. Пилич фуме. Вот мне прям очень нравится. 60 грамм, 22 лиры. Вот такая салам. Ну, я ее не покупаю. Мне не очень нравится. Вот такая вот у них. Там вообще ни вкуса, ни мяса, мне кажется, нету. А вот фуме вот такая вот вкусная. Вот эти багеты я тоже не беру. Они не очень вкусные. Вот. Есть вот такие вот, как наггетсы большие. Ну, тоже пробовали, если честно. Особо мясом даже там и не пахнет. Так, где оно? Наггетс. Наггетс 50 лир. Ну, это, наверное, небольшая. Или это большая? 300 грамм. Нет, 700 грамм написано на этой упаковке. Так что цены я не вижу. По 700 грамм здесь ничего нету.
Вот, что еще показать? Не трогай, ладно, руками, а то грязный будет. Масло можно показать. Вот, смотрите, если одно брать, как у нас, 250 грамм, 96 лир написано. Вот такая вот 82% масло. Вот. А из мяса, в принципе, можно вот такую штуку попробовать. Это пасторма, это как вяленое мясо. Но оно 120 грамм, 189 лир, дорогое. Вот. Сыр можно посмотреть. 500 грамм сыра твердого 139 лир. Здесь 145 лир. То есть отличаются фирмой. 500 грамм сливочного масла 82%. Вот, кстати, сколько? Серьезно? 189 лир. Но это, в принципе, недорого. Сейчас посмотрим, сколько процентное. 80%. Вот. 82 мы берем. Вот такое вот. Килограмм 349 стоит. Еще я люблю вот такой вот каймак. 200 грамм. Смотрите, какой воздушный брать. Вкусный. 69 лир. Вот это маргарины, не буду показывать. Наверху есть сыр. Вот такой я люблю, кстати. Тоже Редме Пионер написано. Вот такой вот. 500 грамм, 159 лир. Также для тостов вот такое есть. 500 грамм, 149 лир. Вот. Бывают вот такие большие килограммовые сыры. Стоят 279 лир. А здесь сыры разные, вот как я и говорила, как для греческого салата. Они вот в водичке. Вот такие вот мягкие сыры. 700 грамм, 129 лир. Килограмм 219 есть. Потом вот эти сухие, не сухие, а наоборот, не сухие дрожжи. 4 штучки по 42 лиры. Ой, по 42 грамма, 7 лир. Вот, сливки тоже вот есть 18%. В такой упаковке 200 миллилитров 34 лиры. Вот, потом есть сыры всякие. Давайте покажу. Лабне сыр 300 грамм стоит 59 лир. Я уже вот особо не вижу отсюда. Зрение очень сильно испортилось, действительно. Кефиры вот такие есть по 250 миллилитров. 27 лир. Есть вот большие литровые по 44, по 59 лир. Что еще из нам знакомого показать? Вот такая вот. Такой ломтик киндер. Люблю я. 13 лир один стоит, а киндер пингви 16 лир стоит. Вот. Вот такие сыры. Вот такие вот с семитиками кушать очень вкусно. 34 лиры. Вот такая вот упаковка цельная. Там вот плавленые есть. 500 грамм 79 лир. Потом еще вот бывают вот такие вот сыры. Они в водичке, как моцарелла. Они маленькие такие шарики. 250 грамм 84 лиры. Вот. Потом еще они сами любят вот такие вещи. Сютляч называют они там, или как называют их. Кабрыс татласа, короче, к чаю. Вместе с ложкой уже подается 26 лир. 25 лир вот. Такой вот. Ну да, вот видите, сютляч написано 25 лир. Активия. Йогурт 400 грамм. 32 лиры. Молоко. Литр. Так, это кефир. Молоко литр 34-35 лир. Айран стаканчик 7 лир стоит. Ну и йогурт давайте покажу. 500 грамм йогурта. Вот такой обычно мы всегда покупаем. Натуральный, без добавок. 4% стоит 24 лиры. Детские соки стоят по 15, по 10 лир. Чипсы по 35, по 25 лир. Лейс по 44 лиры, 175 грамм, 47 лир. Сейчас лира к рублю 2, поэтому умножайте на 2.
Мейвесую литровый сок стоит 34 лиры, по 40 лир. Red Bull бутылочка стоит 50 лир. И еще какой-то вот энергетик 17 лир, по 38 лир. Это шалгам, кстати. Шалгам я попробовала первый раз в Газипаше. Литр стоит 39. Это местный напиток из овощей и специального такой вот черной морковки. Аджилы бывает аджисос, то есть с перцем без вкусно, а с перцем я первый раз попробовала и выплюнула. Потом, я помню, наверное, где-то 1,5 года не пробовала этот шалгам, и только когда сюда приехала, аджисос нашла и попробовала. Было вкусно, кстати. Так, смотрите, горох консервированный 830 грамм 44 лиры. И здесь вот макаронные изделия. 500 грамм макаронных изделий. Вот иногда бывает, я в суп ложу вот такие вот. Стоит 14 лир. А вот такой, как арпа написано. Шехрия арпа. Стоит 20 лир. 14, 20. Вот такие вот макароны 20 лир стоят. 14 лир. Ну, я стараюсь не за 14 брать, а все-таки за 20. Вот такие вот. Смотрите, хорошие макароны. 20 лир. Тоже 20 лир. Давай вот эти ложи. Так, еще хочу показать яйца. 15 штук, 82 лиры. А 30 штук 139 лир. Кетчуп стоит 142 лиры килограмм, да? Ну, похоже, да, или это вот это стоит. А, да, смотрите, кетчуп и айля пакеты. И майонез, да, 2 стоит 142 лиры. Прикольно. У нас, кстати, кетчуп закончился, надо прикупить. Но не такой я беру. Я обычно беру вот типа того, Тат из фирмы. Но мне только кетчуп нужен, майонез не нужен. Майонез из России мама привозила. Друзья, кто не смотрел старые серии, посмотрите. Там мама приезжала, много всего привезла. И я прям показывала все это. Томатная паста 830 граммов, 37 лир стоит. 38 лир. Потом вот у них продаются вот такие вот перцы консервированные, тоже вкусные очень, между прочим, 680 грамм, 67 лир. Опять макароны по 21, по 14, по 20 лир. Перцы консервированные по 32 лиры, огурцы консервированные 53 лиры, 66 лир, 37 лир. Это большие огурцы, они дешевле. Опять макароны по 20, по 14 лир. Нут килограмм стоит 79 лир. Вот. А вот такие вещи я никогда не пробовала здесь. Консервированные, готовое что-то такое. С фасолью вроде. 36 лир за 400 грамм. Два штука тунец по 160 грамм, 89 лир. Сейчас пойдем уже все домой. Все, пойдем сейчас. 2 по 135. Кукуруза, смотрите. А нет, это опять-таки, я думала, это кукуруза. Ну, кушать, значит, хочешь. Сейчас домой пойдем покушаем. Кукуруза вот такая вот. Перепутала. Это тунец. Кукурузах, смотрите, сколько. 3 штуки. Вот такие баночки. По 150 грамм, 68 лир. И есть отдельная вот такая банка кукурузы. 32 лиры, 340 грамм. Еще красная чечевица 48 лир, 44 лиры, 52 лиры. Булгур есть вот такой вот измельченный. 33 лиры килограмм. Чуть побольше булгур стоит 25 лир. И тоже совсем крупный булгур 25 лир. Рис. Это, знаете, круглый рис. Он самый дешевый здесь 43 лиры. Покрупнее вот такой вот рис, килограмм. Покрупнее. Килограмм 77 лир. 55 лир, тоже крупный, кстати. И для плова басмати стоит 64 лиры. Есть вот наподобие басмати, но это не басмати, он какой-то другой.
62 лиры есть. Тут уже большие килограммы. 2,5 килограмма 99 лир, 142 лиры. Здесь 2,5 килограмма 175 лир. Здесь кетчупы. И вот такой кетчуп килограммовый стоит 49 лир. Хлеб 12,50. И, наверное, буду на этом закругляться, потому что ребенок уже домой хочет. А ты не забыла, что манго у нас сейчас уйдут? Все, пойдем. Так, 2 килограмма... Дай-ка мне вообще. 2 литра подсолнечного масла 165 лир. Покажу уже, давайте. Еще 5 литров стоит 349 лир. Вот. Кукурузного не вижу. Оливковое здесь стоит 219 лир, который я всегда покупаю. А 2 литра 395 лир. В общем, вот такие вот, друзья, дела, такие цены. Спросите, почему снимаю цены, потому что на ютубе, на канале моем очень любят по ценам люди спрашивают, поэтому и снимаю. Это моя работа. Также я работаю еще в Атоме. И кому интересно, чем я занимаюсь, можете проходить по ссылке внизу. Все. Вот, в общем, так накупили. Будем сейчас оплачивать. И, друзья, я уже дома. Надеюсь, вам понравился обзорчик. Как и обещала, хотела показать вот то, что я пью сейчас. Лютеин для глаз. Потому что зрение очень сильно ухудшилось. Даже вот когда что-то подписываешь, да, вот что-то пишешь, вот так вот приходится писать, чтобы увидеть то, что ты написал. Поэтому вот это средство, говорят, что очень действует хорошо, очень у многих уже результат есть. Это лютеин. Я покупаю именно от компании Atomy, потому что уже давно доверяю этой компании, давно пользуюсь именно вот продуктами из этого интернет-магазина. Кто хочет тоже вот такой вот себе заказать, под видеороликом оставлю ссылочку на регистрацию. Вы можете зарегистрироваться сами и заказать себе в свой регион, там выбрать именно свой город, посмотреть по карте, вот, ну, как, в принципе, в других интернет-магазинах. И на этом буду, друзья, прощаться с вами. Всем желаю хорошего настроения, как всегда. Будьте счастливы, будьте здоровы. Всех люблю, всех целую, всем пока.